Подключив осциллограф через делитель к напряжению сети, можно увидеть его форму и измерить частоту. Видно, что оно периодично и повторяется через каждые 20 миллисекунд. При этом через каждые 10 миллисекунд, то есть половина периода, напряжение пересекает 0. Для моделирования переменного напряжения сети выбираем источник Sin Source. Среднеквадратическое значение напряжения в розетке 230 вольт, амплитудное же больше в корень из 2 раз. Поэтому необходимо записать 325 вольт. Установка земли осуществляется кнопкой G. Соединение проводников горячей клавишей Ctrl-W. Двойное нажатие на вывод источника и любое название, в данном случае Sin. Для моделирования выбираем анализ, переходный процесс, указываем время моделирования, необходима зависимость напряжения в точке Sin от времени и включаем автоотбор диапазона. Собственно, вот такую форму и имеет напряжение в розетке. Здесь видно, что напряжение сети постоянно изменяется, на то оно и переменное. И в какие-то моменты времени становится равным нулю. Схемы детекторов перехода через ноль позволяют определить эти моменты. Эти схемы позволяют определить переход через ноль переменного напряжения. Их отличием является то, что одна из них гальванически не развязана с сетью. Вторая же имеет оптрон, что позволяет отказаться от непосредственной электрической связи с сетью. Благодаря передаче сигнала через светоизлучающий элемент и его прием светочувствительным элементом. Почти в каждом современном микроконтроллере на входе есть защитные диоды. Таким образом, попробуем подключить один из его входов к высокому напряжению сети через высокооhmный резистор. Отлично, на выходе получаются прямоугольные импульсы. Причем переход от низкого уровня к высокому и наоборот свидетельствует о переходе через ноль. А теперь можно и собрать схему. Но уместна она будет опять же только там, где микроконтроллер находится в корпусе. Такой способ определения пересечения нуля встречается в документах от Atmel. Кроме этого, в одной интересной конструкции цифрового регулятора мощности используется точно такой же принцип, но с микроконтроллером от Microchip. Вся схема компактно помещается в переноску, а выглядывают лишь кнопки управления и маленький индикатор. После включения в сеть можно на осциллографе наблюдать почти прямоугольный сигнал, как и при моделировании. Причем временные промежутки между переходами как раз составляют 10 миллисекунд, то есть половину периода синусоида 50 Гц. Теперь можно собрать и схему с гальванической развязкой. Сначала выпрямим переменное напряжение сети и для этого используем двухполупериодный выпрямитель, любой диодный мост. Теперь добавляем высокооhmное сопротивление, на котором и будет падать почти все напряжение сети. Добавляем оптрон и к его внутреннему светоизлучающему диоду подключаем выход с диодного моста. Далее необходимо добавить источник питания 3,3 вольта, от которого и будет питаться микроконтроллер. Теперь подтягивающий резистор. Таким образом, по умолчанию имеем высокий уровень на выходе. Когда напряжение сети есть, то открывается внутренний транзистор через фотодиод, и на выходе имеем 0. Когда же напряжение сети в пределах нуля, внутренний фототранзистор оптрона не открыт, и на выходе в это короткое время будет высокий уровень сигнала. Для наглядности был добавлен и синусоидальный сигнал, естественно отмасштабированный. И здесь хорошо видно, что в основном уровень сигнала нулевой, то есть оптрон открыт. Но тогда, когда напряжение сети близко к нулю, оптрона закрывается. И на выходе, благодаря подтягивающему резистору 47 кОм, имеем высокий уровень сигнала. Ну что ж, а теперь можно проверить и в железе. Подключаем напряжение питания и на осциллографе имеем импульсы, соответствующие переходу через 0. И опять же, учитывая развертку 5 миллисекунд на клетку, временной промежуток через импульсами как раз 10 миллисекунд, то есть половина периода сигнала 50 Гц. Почти все высокое входное напряжение падает на высокооhmном резисторе. Здесь примерно 227 вольт, и только менее 2 вольт поступает на диодный мост. Обычные резисторы 0,25 Вт рассчитаны на напряжение до 250 вольт. Таким образом, лучше использовать два последовательно включенных резистора. Что же касается рассеиваемой мощности, добавим в симуляцию ступенчатое изменение сопротивления резистора R1, а на графике отобразим рассеиваемую мощность при разных сопротивлениях. И также выведем график выходного напряжения. Получилось множество кривых. Необходимо выбрать такое сопротивление R1, при котором выходное напряжение высокого уровня почти соответствует напряжению питания, то есть 3,3 вольта. Но при этом мощность, рассеиваемая на резисторе, должна быть небольшой, ну хотя бы меньше 250 мВт. Видно, что если использовать слишком маленькое сопротивление, то резистор будет сильно греться. Рассеиваемая мощность при сопротивлении 100 кОм целый ватт, при 150 кОм уже 0,73 Вт, при 250 0,4 Вт, но при
При сопротивлении примерно 1 мегаом всего лишь около 120 милливатт, и амплитуда выходного напряжения импульса достигает почти напряжения питания. Новый проект, нужный микроконтроллер, любое название, включаем отладчик SIS Serial-Y, нажимаем на любой вывод микроконтроллера и выбираем внешнее прерывание XT External Interrupt. Также правая кнопка мыши ввести пользовательскую метку и называем вывод AC0. Теперь настраиваем это прерывание и включаем его. В случае схемы с гальванической развязкой необходимо настроить прерывание по возрастающему фронту, так как генерируемые импульсы создаются через каждый переход через ноль. А для схемы без гальванической развязки мы имеем прямоугольный сигнал при каждой положительной полуволне, то есть возникновение прерывания нужно настроить как на передний, так и на задний фронт, переход от нуля к единице и от единицы к нулю. Генерируем код. Чтобы удостовериться в работе, сначала создаем глобальную переменную. В главном файле запишем callback функцию настроенного внешнего прерывания. Если оно настроено только на передний фронт, переход от низкого уровня к высокому, то есть для схемы с гальванической развязкой, то при каждом импульсе будет выставляться значение переменной равным 255. Если же это схема без гальванической развязки, то прерывание вызывается при каждом фронте, как спадающем, так и возрастающем, а значение переменной инвертируется. Итак, удобно воспользоваться внутренним логическим анализатором, который доступен при использовании вывода Serial-Y Output. Здесь видно, что значения переменной выставляются через какие-то промежутки времени. Это и должны быть переходы через ноль. И если далее сохранить полученные данные в формате CSV и посчитать период времени между ними, становится ясно, что здесь 10 миллисекунд, то есть как раз половина периода сигнала 50 Гц. То есть детектирование успешно осуществляется. И также для схемы без развязки, где переменные инвертируются на каждом фронте, прерывания успешно срабатывают. И график зависимости также правильно отображается и в куб IDE. Такие определители перехода через ноль являются частью схем с семисторным управлением нагрузкой, подключенной к сети переменного напряжения. В самом простом случае для включения-выключения, а именно для того, чтобы отключать нагрузку в окрестности нуля, чтобы свести всплески тока, а значит и возможные электромагнитные помехи, к минимуму. И также для фазово-импульсной модуляции, которая по сути является широтно-импульсной модуляцией, но с привязкой во времени, к какой-то точке, проще всего к моментам пересечения нуля. Так как если этого не сделать, то синусоида будет нарезана на неравные части. Также в некоторых случаях для использования хорошо подойдет так называемый семисторный аптрон, который сам по себе может использоваться для управления совсем уж небольшой нагрузкой, поэтому скорее всего нужно будет добавить еще один семистор, уже мощный. Таким образом можно отказаться от множества компонентов, необходимых для определения пересечения нуля, и использовать только малую микросхемку, цена которой не так уж и велика.